5 лет, 1825 дней в резонансе с вами. Сегодня юбилей канала «Классика орхидейного жанра». Привет, друзья! Вы помните, с чего мы начинали в апреле 2021 года? С моих первых сомнений, дрожащего голоса и канала, у которого еще не было названия. Сегодня мы обязательно вспомним, как это было. В этом выпуске вы увидите цветение таких орхидей, о которых я сама еще 5 лет назад даже не могла мечтать. Для юбилейного выпуска я подобрала для вас такие редкости, которые не часто можно встретить в коллекциях любителей орхидей. Каждая из этих орхидей невероятно дорога мне, и о каждой я немного расскажу в ходе этого видео. Все они такие разные, ароматные и не очень, гибридные и видовые, но многих из них объединяет одно – они – подарки зрителей канала. И если вы не подписаны на одноименные каналы в Дзене или Телеграм, то эти цветения вы наверняка не видели. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ставьте пальчик вверх под видео, и мы начинаем от самых истоков. Нас всего 36 подписчиков у канала. С одной стороны, казалось бы, мало, а с другой стороны, если посмотреть, так это почти целый школьный класс. Друзья, нас так много, и у нас индивидуальный подход к каждому. Тогда нас было 36 подписчиков у канала, а сейчас нас 101 260 человек. В этом видео почти 5 лет назад, рассказывая о фаленопсисе Леодора, я призналась, что хотела бы иметь Леодора в каждой комнате, чтобы непрерывно вдыхать ее аромат. Тогда у меня и в мыслях не было, что до исполнения мечты осталось всего 3 года. А уже в апреле 2024 года на 2 цветоносах Леодора красовались сразу 3 детки. Леодора, как и многие другие орхидеи у меня дома, принимают участие в экспериментах. Одна орхидея – одно лекарственное растение. В данном случае в уходе за Леодора использовался лекарственный одуванчик. Одуванчиковые детки – так можно смело назвать деток фаленопсиса Леодора. Летом прошлого года детки фаленопсиса Леодора, взросшенные на одуванчике, невероятно выросли и возмужали, а к концу года я их отделила. Тройняшки все без исключения успели зацвести к 5-летию канала. Они зацвели дружно, ярко и невероятно ароматно. Не так давно я написала статью о том, где спрятан аромат Леодора. Леодора – чемпион аромата. В ее жилах течет кровь именитых родителей. Это родители, чьи лепестки буквально пропитаны ароматическими веществами. Структура лепестков Леодора позволяет удерживать аромат внутри тканей и выдавать его порциями под воздействием тепла и света. Лепесток Леодора – это и есть флакон. У нее каждая клетка лепестка – это микролаборатория по производству духов. Глядя на этот леодоровый детский сад, отпадает вопрос, давать ли таким малышам цвести. У самой маленькой детки растет 3-й лист, у самой большой – 5-й, и все они цветут. Вот такой ароматно цветущий подарок подготовило для меня семейство Леодора к 5-летию канала. И если Леодора – это светская леди, чье появление всегда сопровождается шлейфом духов, то наша следующая героиня и ее появление вызывает массу споров. Для меня это орхидея – загадка, способная опровергнуть учебники, если вы на классике орхидейного жанра. На ваших экранах бульбофилум Элизабет Н и его 3-е цветение за последние полгода. Биологи утверждают, что бульбофилумы этого типа цветут строго 1 раз в год, но на классике орхидейного жанра все оказалось не так. В
конце октября 2025 года он зацвел 2 цветами, в середине января еще 3, и сейчас к 5-летию канала решил распустить еще 2 на новом цветоносе. После февральского цветения, когда Элизабет распустила 3 цветка песочного цвета, я засомневалась в силе ее пигмента. Через 1,5 месяца бульбофилум решил исправиться. Элизабет вырастила еще 1 цветонос с того же туберидия, который процвел в феврале. В весеннем цветении мне удалось не повторять зимних ошибок, и во время формирования бутонов я обеспечила орхидеи прохладу. В весеннем цветении от песочной невзрачности не осталось и следа. Теперь это глубокий и породистый цвет, который заставляет лепестки сиять изнутри. Длина цветка вместе с усами достигла 17 сантиметров. И это не предел. В прохладе лепестки продолжают тянуться, превращаясь в длинные пурпурные струны. Усы Элизабет Энн – это дорожки, по которым насекомые карабкаются вверх, к самому центру цветка. Они покрыты микроскопическими ворсинками, которые помогают лапкам цепляться и ведут точно к губе. Но самой главной фишкой бульбофилума является его качающаяся губа на шарнире. Губа бульбофилума закреплена на тончайшем невидимом шарнире и качается от любого самого малейшего прикосновения. Это не просто цветок, это идеальный механический капкан. Орхидея не ждет милости от природы. Она сама забрасывает опылителя в свои объятия. Посмотрите на эту трепещущую губу. Это не просто красота, это хищная инженерия. Яркость этого природного язычка настолько магнетическая, что даже человек не может устоять, не то что насекомые. Это высший пилотаж природного маркетинга. А мы с вами не просто любуемся формой, мы изучаем функцию. Эта мобильность губы – залог выживания вида в дикой природе, а для нас – бесконечный источник восторга. Аромат бульбофилумов – это отдельная тема для споров. Опылителями бульбофилумов являются специфические мухи, которые реагируют не только на движение, но и на запах. Бульбофилумы – это совсем не про классическую парфюмерию. У них совсем другие заказчики. Элизабет Энн делает ставку на мух-падальщиков и лесных мух. Ее аромат – это сложная смесь аминов и эфирных масел. В первые дни это может быть тонкий пряный запах, напоминающий специи, или даже подвяленные фрукты. Но в пике распуска аромат может приобрести металлические или даже специфические мускусные нотки. А вот аромат следующего героя нашего видео может свести с ума. Перед вами мировой рекордсмен и просто красавец Фрагмипедиум Хани Попов. Почему мировой рекордсмен? По большинству мировых стандартов Хани Попов не держит больше 1 цветка, зато цветет револьверно. Размер цветка выставочных образцов должен превышать 5,8 см. Размер цветка Фрагмипедиума Хани Попов на классике орхидейного жанра дорос до 6,2 см, а это больше, чем у мировых лидеров. А увидеть 2 цветка размером больше 6 см у Хани Попова и вовсе небывалая удача. Аромат Хани Попова – это не просто запах, это фруктовая эссенция, рожденная в алхимии света, воды и прибрежной прохлады. В самом центре его жемчужного брюшка живет дух переспелого персика. Аромат Хани – это ласка. Он не бьет в нос, он мягко обволакивает. В нем нет ни капли приторности, лишь бесконечная чистота. Он приглашает остаться, замедлиться и почувствовать, как за розовыми ворсинками скрывается душа
вечно юной весны. Цветение этой орхидеи именно на 5-летие канала для меня невероятно ценно. И вот почему. Бабушка этого фрагмипедиума более 1,5 лет назад приехала ко мне из Казахстана, из Алматы. Орхидея пересекла 2 границы, сменила 2 поезда и, наконец, приехала во Владивосток. Труды дарительницы Виолетты Акуловой и всех, кто ей помогал, не были напрасны. Спустя 1,5 года орхидея зацвела, и теперь все мы на канале можем наблюдать и любоваться ее цветением. А любоваться нам предстоит еще долго. Посмотрите, уже сформировался 3-й бутон и на подходе 4-й. Хани Попов славится своим револьверным цветением. На его цветоносе может быть от 3 до 5 цветов в среднем. Но эти цветы не распускаются одновременно. Они это делают один за другим. Когда первый цветок опадает, распускается следующий, и только в некоторых оптимальных условиях могут держаться сразу несколько цветов. Рекордный размер цветка мы уже зафиксировали, а теперь будем ждать рекордов от револьверного цветения этого красавца. Какие возможности он нам покажет. А сейчас вы станете свидетелями воистину феноменального явления. Вы увидите цветение кориантеса или орхидеи ковш. Кориантес элегантный я получила в подарок от Светланы из Краснодарского края на 4-летие канала, то есть около года назад. Посылка пришла от поставщика из Санкт-Петербурга, и в ней кориантес был просто в удручающем виде. Не будем о грустном в юбилейном видео, скажу лишь, что для восстановления этой орхидеи я использовала 2 собственно разработанных метода. Метод «Вдохни в орхидею жизнь» и метод 12-12. Еще в процессе формирования бутонов эта орхидея начала меня пугать. В разное время формирования ее бутоны походили то на голову крокодила, то на посмертную маску, то на башмаки гномов. И если вам интересно, я, пожалуй, могу сделать отдельное видео о цветении этой орхидеи. Такого я еще не видела. Итак, кориантес элегантный, редчайший вид эпифитной орхидеи, известный своими сложными цветами в форме ковша. Где же ковш, спросите вы? В качестве ковша у кориантеса выступает гипохилий, в который капает сладковатая жидкость. На этом этапе многим подписчикам нашего телеграм-канала эти цветы стали походить на райских птиц. Цветы кориантеса достигают 9,5 см и имеют очень сильный аллергенный аромат. Механизм опыления этой орхидеи демонстрирует поразительную эволюционную адаптацию. Сладчайший нектар, который собирается в ковше, имеет для насекомых парализующий и наркотический эффект. Пчелы, привлеченные запахом и нектаром, соскальзывают в жидкость и могут выбраться только через узкий проход, где к ним прикрепляются мешочки с пыльцой. Все это многообразие особенностей делает кориантес отличным выбором для коллекционеров, которые ищут орхидеи с завораживающей архитектурой цветка. Вы думаете, на этом все? В конце цветения на смену золотым райским птицам пришли краснокрылые драконы. Скажите, где еще можно такое увидеть всего за несколько минут, если не на классике орхидейного жанра? И все это благодаря неравнодушным людям, нашим подписчикам, которые изо дня в день делают канал интереснее. Кориантес не единственный подарок от Светланы из Краснодарского края. Покажу еще один. Эти орхидеи стали для меня открытием прошлого года. Я говорю об эпидендрумах. Название этого эпидендрума Pacific Spring, что в переводе означает «Тихоокеанская весна».
Он полностью оправдал свое название, а расцвел на берегах Тихого океана весной. Второй эпидендрум я называю оранжевый пожар. Он приехал ко мне тоже в подарок из Санкт-Петербурга от Марии. Посмотрите на цветы эпидендрумов внимательно. Эти цветы – шедевр природного дизайна. Этот цветок обманул гравитацию. Губа эпидендрума – это причудливая посадочная площадка для насекомых, которая часто смотрит строго вверх, в небо, а не вниз, как у фаленопсисов. Она сложная, бахромчатая, глубоко рассеченная, напоминающая диковинное кружево, вырезанное из нежнейшего шелка. А в самом сердце уникальная деталь – колонна, которая буквально срослась с губой на всем ее протяжении, образуя длинную узкую трубку, ведущую к нектару. Это крепость, созданная для того, чтобы только избранный опылитель мог прикоснуться к тайне. Цвет этих эпидендрумов – это не просто пигмент, это живое воплощение солнечного света. Эпидендрумы – это фантастическая воля к росту. В природе он может вытягиваться на метры, превращаясь в гибкую лозу. Однако в системе классика орхидейного жанра мы наблюдаем иное. При избытке ресурса эпидендрумам нет необходимости вытягиваться на метры к солнцу. Они зацветают еще во младенчестве. Эпидендрум – это орхидея без масок. Ему не нужны прохладные прогулки для инициации цветения или сложные химические стимуляторы. Его секрет в вашей честности перед ним. Дайте ему солнце, которое он помнит на генетическом уровне. Дайте ему воду, которой он дышит в Андах, и он превратит ваше окно в полыхающий костер. Многие ищут в этой яркой красоте аромат, а его нет. Почему? Основные опылители эпидендрумов – это дневные бабочки и колибри. У них великолепное цветовое зрение, но слабое обоняние. Оранжевый, розовый и красный спектры они видят издалека. Эпидендрум работает словно неоновая вывеска, крича насекомым: «Здесь есть нектар!» Эпидендрум – это орхидея для тех, кто умеет видеть чудо в простоте. Это гимн жизни, которая не ждет подходящего момента, а расцветает здесь и сейчас, вопреки серому небу и жарким батареям. Мои яркие герои – это послание каждому. Неважно, сколько у вас метров роста, важно, сколько света вы несете в своей душе. Помните, в одном из видео и на нашем канале в Telegram мы рассуждали о том, какого цвета любовь. Я в этом вопросе давно определилась. Для меня любовь зрителей алого цвета. К 5-летнему юбилею канала вот таким ярко-алым початком зацвел Аскоцентрум Red. В этом году Аскоцентрум побил все мировые рекорды. На 10-сантиметровом стволе красуется цветонос размером 20 сантиметров. Если быть до конца точными, то по современным классификациям аскоцентрумы давно отнесли к вандам. Но я продолжаю называть его аскоцентрумом. Это название ему подходит гораздо больше. Мой аскоцентрум – перфекционист. Он укладывает свои бутоны в плотные цилиндрические ряды, создавая эффект початка. Цветы в этих рядах будто толпятся, располагаясь внахлёст друг на друга. Почему они толпятся? Цветок, которому положено быть скромной 1,5-сантиметровой пуговицей, в моих условиях раздувается до 2,5 сантиметров. Посмотрите на цвет этого аскоцентрума. Он действительно красный, хоть мы и знаем, что красный красному рознь. Аскоцентрум – это пламя революции. Его красный горит золотом изнутри. Это энергия, неоновый взрыв, которому нет равных по теплоте и яркости. Мой аскоцентрум – это честный алый.
У красного цвета аскоцентрума есть свой секрет. Его цвет – это оптическая ловушка. Все дело в том, что его красный слой лежит поверх желтого. Солнце пробивает красный, отражается от желтого и возвращается золотым напылением. Все это в совокупности не просто краска, это внутренний фонарь. Именно поэтому он кажется неоновым и светящимся, словно знамя. Аскоцентрум – это энергия. Его золотая подкладка заставляет лепестки гореть неоном. Это цвет победы, который бьет по глазам и заряжает пространство. Но и этой красотой мы бы сегодня не любовались, если бы не зрительница канала. Этот аскоцентрум – подарок Марии Золотовой из Москвы к 4-летию канала. То есть в моем уходе эта орхидея около года. К чему это я? А я к тому, что сегодняшнее видео, за малым исключением, состоит из показов цветений орхидей подарков от зрителей канала. 1825 дней вместе. За это время мы стали единой орхидейной семьей. А сегодня нашему каналу исполняется 5 лет. Я закрываю глаза и вижу тот маленький школьный класс, когда нас было всего 36. Помню то ощущение огромной ответственности за каждое свое слово, за каждый ваш вопрос. Тогда я пообещала себе, что не буду давать вам готовых решений. Я дам вам понимание. И вы остались. Вы не испугались сложностей 2 путей фотосинтеза у орхидей и не сбежали от термина меристема. Вы выбрали трудный, но честный путь. Путь знания. За эти 5 лет мы с вами совершили невозможное. Мы превратили подоконники в лаборатории жизни. Мы стали сообществом людей, которые не потребляют красоту, а созидают ее вопреки законам большинства. Нас 101 тысяча, но для меня вы не статистика. Вы те самые живые люди, из которых строится наша общая система, классика орхидейного жанра. Каждый ваш успех, каждая ваша спасенная орхидея, каждое ваше цветение – это и мой успех. Я хочу, чтобы в этот юбилейный день вы почувствовали свою исключительность. Вы те, кто умеет вдыхать в орхидею жизнь. Вы те, кто хранит в себе свет, способный пробить любую тьму невежества. Мы с вами одно целое. Мы – классика, которая не стареет, а только набирает силу. Спасибо, что выбрали идти со мной. Спасибо, что стали моей силой.